В третьей главе мы займемся развитием твоей насмотренности. Перед тем, как начать анимировать, нужно пробежаться по основам анимации. Если ты новичок, то в голове все сразу не уляжется, тебе понадобится больше практики. Но главная задача сейчас – это развить чувство вкуса в анимации. Тебе нужно научиться видеть хорошую анимацию, отличать ее от слабой и понимать, что именно делает движение живым. Потому что кнопки можно выучить быстро, а вот вкус – это то, что действительно важно у аниматора. Я, как и все, начинал с простых анимаций. В них, как мы видим, есть движение, но абсолютно нет ни тайминга, ни акцентов. Да, я ведь тогда двигал формы, а это уже казалось мне продвинутым движением. В аниматорской среде такой тип движения часто называют шевеляшем. То есть движение ради движения, без ритма и без ощущения жизни. Вот можно посмотреть на примере. Это Супчик, наш первый персонаж в стикерах. Видно, что персонаж как бы двигается, но его вообще нельзя назвать живым. Хотя сам персонаж мне до сих пор нравится. И мой прогресс двинулся не тогда, когда я изучил новую программу или новые кнопки, а когда я начал сравнивать свою анимацию с хорошей анимацией. В то время я попал в конкурентную среду и пытался делать анимацию лучше предыдущей, чтобы порадовать и себя, и тех, кто будет смотреть эту анимацию. И в этот же момент я начал разбирать хорошую анимацию покадрово и применять полученные наблюдения на своих анимациях. И именно в этот момент мои персонажи и начали оживать. Понадобились сотни анимаций, чтобы у меня стали получаться действительно приятные работы. Этими анимациями я уже доволен. Здесь и появился и тайминг, есть отыгрыш и понятная читаемость сцены. И также персонажи, они не просто двигаются, а у них есть паузы, акценты, реакция на мир вокруг. Именно для этого и понадобится практика и насмотренность. Давай поработаем над этим. Для насмотренности важно собрать в голове базу хороших решений. Сначала нужно вобрать в себя все эти правила, которые существуют в анимации, а уже потом их ломать и нарушать, потому что именно нарушенные правила и делают анимацию еще более интересной. И в этом нам поможет Pinterest и опыт в анимации. Для поиска референсов мне обычно хватает Pinterest или Giphy. Там можно легко найти конкретные движения или короткие циклы. Но при этом полезно и даже необходимо разделять поиск и вдохновение. В одном месте ищи конкретные движения, но в другом просто расширяй вкус и идеи, впитывая хорошее и приятное глазу. И самое лучшее – сохраняй себе в референсы. Но сохраняй не все подряд, а то, что хочется разобрать и повторить. На этом слайде и в материалах курса я прописал несколько площадок, где можно искать вдохновение и референсы. Отдельно хочу сказать, что компьютерные игры – это один из лучших источников насмотренности. Там анимация обязана быть читаемой, быстрой и живой. Но обращай внимание на это, если так же любишь поиграть, как и я. Для сохранения референсов я использую программу Eagle. Главный ее плюс в том, что в нее удобно сохранять анимации прямо с веба или с компьютера, и можно смотреть анимацию покадрово. Ну и главный минус, что она платная, но зато хотя бы не по подписке. Если не хочется платить, можно сохранять референсы в Pinterest, скидывать себе в Telegram, ну или по старинке хранить на компьютере в папке с шикарным фоном из цветочков. На слайде я собрал несколько правил, которые могут помочь тебе в развитии насмотренности. Один из самых действенных элементов для развития – это покадрово разбирать чужие анимации. Нужно смотреть, что именно там работает, сколько кадров занимает конкретное движение, какая там плавность, ритм и выразительность. Такой просмотр чужих работ – это определенная работа, она отнимает силы, и нужно задаваться вопросом, зачем, почему и как это работает. Но также иногда нужно посмотреть и плохую анимацию, чтобы понять, почему она кажется плохой. Также можно взять похожие анимации, например, махания, и посмотреть, как они сделаны разными аниматорами. Так можно увидеть, как работают разные циклы, разные ритмы и механики. Сейчас я покажу это на своей работе. Вот это премиум стикер для Телеграма. Тут много чего происходит, поэтому посмотрим покадрово. В анимации самой собаки тут ничего особенного нет, поэтому разберу детали. Вот рука кидает кость, и одна из голов ее ловит. Тут уже появляется какая-то сцена, а не просто анимация ради движения, и за счет этого становится немного интереснее. Вот, обрати внимание, собаки двигаются по одной траектории, а их порода меняется простым переключением слоев. В движении это вообще незаметно, но по времени это намного быстрее, чем как-то перекрашивать, изменять одну собаку в другую. Тут же можно рассмотреть растягивание ушей и всей головы, которое добавляет ощущение скорости. И важный момент – это ритм. Тут нет равномерного движения, а действует пауза, ускорение, исчезновение. И в самом конце вот собака, она трясет кость, и это добавляет еще один маленький акцент. Было бы скучно, если бы она просто исчезла куда-то. Но и само исчезновение сделано не обычным уменьшением в ноль, а как бы немножечко закруткой. Это такая маленькая мелочь, но она делает анимацию немного интереснее. В анимации часто нужно сделать лишь один шаг дальше, потратить лишние 5 минут работы, чтобы посредственная анимация стала хорошей. Да, теперь давай разберем и плохой пример. Это Супчик, и это тот самый шевеляш.
В анимации все ровно, без акцентов и без эмоций. Кролик просто жует свою вкусняшку и смотрит в пустоту. Непонятно, что он вообще чувствует и какая же здесь эмоция у него. И стоит отметить, что движения здесь еле заметные. Это одна из самых частых ошибок новичков – бояться делать размашистые и энергичные движения. Домашнее задание здесь небольшое, но очень важное. Вам нужно собрать 10 анимаций, которые вам нравятся, и к 5 анимациям прописать, что именно в них нравится. Тайминг, паузы, акценты, ритм, эмоции, цвет, все, что вы замечаете и кажется важным. А я покажу на конкретном примере. Вот мне нравится эта анимация танца, отлично выглядит. В первую очередь мне нравится здесь сам ритм танца. Он очень простой, но хорошо передает эту радость и легкость движения. Анимация не перегружена, но за счет тайминга персонаж выглядит действительно очень живым. Также мне очень нравится, как свет отражается на теле персонажа. Это можно использовать в своих будущих работах. И сам цвет, он приятно так мерцает, чередуя кружки бокей и линии прожектора. В материалах урока я оставлю документ с книгами и видео по анимации. Это не обязательно к просмотру, но если хочется глубже разобраться и прокачать вкус, я очень рекомендую.